В России строят смарт-сити – умный город, где искусственный интеллект помогает горожанам избежать ощущения тотальной слежки. О новых технологиях расскажем на примерах городской системы наблюдения, парка с нейросетью и сервисов для поиска животных. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Впереди еще много интересного. На сессии «Искусственный интеллект от обсуждения к внедрению» глава Сбербанка Герман Греф рассказал о проекте у Москвы. Город без заборов. Повсюду видеокамеры, и первые жители начали задавать вопросы о приватности. Решение: камеры не хранят весь поток. Анализ картинки доверили ИИ, он фиксирует только опасные или критические события. Например, если человек упал, нейросеть фиксирует ситуацию и сигнализирует службам напрямую. Такой подход уменьшает объем записываемых данных и помогает избежать ощущения тотальной слежки. Представьте себе парк, где технологии помогают не только поддерживать порядок, но и воссоединять семьи с их пропавшими питомцами. Это не научная фантастика, а реальность в одном из парков Нижегородской области. Здесь действует комплексная система на базе искусственного интеллекта, которая через сеть камер видеонаблюдения деликатно следит за поведением посетителей. Ее главная цель – не наказать, а сформировать культуру уважения к общему пространству, обеспечивая комфорт и безопасность для всех. Нейросеть обучена распознавать конкретные нежелательные действия – курение в неположенном месте, выброшенный мусор или выгул собак без поводка. При фиксации нарушения включается не сирена, а громкоговоритель. Спокойный голос объясняет, почему так делать нежелательно, апеллируя к чувству общей ответственности. Такой образовательный подход оказывается на удивление эффективным. Голосовое напоминание часто сдерживает людей лучше, чем строгий запрет, мягко подталкивая к правильному поведению и создавая более приятную атмосферу. Но возможности системы не ограничиваются поддержанием порядка. У нее есть и другая, по-настоящему трогательная функция – помощь в поиске потерявшихся домашних животных. Процесс устроен просто и задействует все сообщество. Если у кого-то пропал питомец, владелец может быстро загрузить его фотографию и описание через региональный портал госуслуг, создавая цифровую карточку поиска, которая мгновенно попадает в общую базу данных. Если прохожий замечает потерявшееся животное, он также может сфотографировать его и отправить на портал. Здесь в дело вступает нейросеть. Она сопоставляет снимки, анализируя окрас, породу и особые приметы. При обнаружении совпадения система немедленно уведомляет владельца, указывая место, где видели его любимца. Так технологии и неравнодушные люди вместе помогают питомцам быстро вернуться домой, не давая им пополнить ряды бездомных животных и доказывая, что инновации могут приносить реальную пользу и объединять общество. Герман Греф отмечает, с 2025 по 2030 год произойдут технологические изменения сильнее, чем за последние 100 лет. Это не просто ускорение, а фундаментальный сдвиг. Конвергенция искусственного интеллекта и биотехнологий создает шторм инноваций, который глубоко изменит наши повседневные привычки и станет поворотной точкой в истории. Скоро у каждого появится свой умный помощник, который будет взаимодействовать с помощниками банка, гостиницы и университета. Представьте, вы просто говорите ему о своих планах, а он сам находит билеты и бронирует номер. Эта сеть ИИ-агентов возьмет на себя всю цифровую рутину, создавая бесшовный и персонализированный опыт и освобождая наше время для важных дел. В этом мире гигачат должен стать посредником между пользователем и цифровым миром, избавляя от информационного шума. Его задача – не просто выдать ссылки, а проанализировать запрос и предоставить краткий, исчерпывающий ответ. Он будет действовать как персональный аналитик, синтезируя знания, а не просто агрегируя данные, экономя наше время. Греф ожидает появления антропоморфных роботов с автономными функциями. Не просто консервные банки, а серьезные помощники. Их человекоподобная форма позволит им работать в среде, созданной для людей, на заводах, в больницах и дома. Они смогут выполнять сложную сборку, ассистировать врачам или управлять логистикой. Это новый класс умных машин. В основе этого прорыва сочетание компьютерного зрения и больших языковых моделей, которое меняет возможности автономных машин. Компьютерное зрение дает им глаза, позволяя видеть и понимать мир. Большие языковые модели дают мозг способность понимать команды, рассуждать и планировать действия. Эта синергия превращает их в интеллектуальных партнеров. Небо становится новой магистралью для логистики. В России в этом направлении сделан значительный шаг.
Над Нижним Новгородом и Самарой уже выделены специальные воздушные зоны для тестирования дронов-доставщиков. Это настоящие полигоны, где в рамках экспериментальных правовых режимов проверяется все, от устойчивости полета до безопасности каналов связи. Идет масштабная работа по интеграции беспилотников в городскую среду. Представьте, что жизненно важный медицинский груз доставляет не курьер в пробке, а быстрый беспилотник. Такие умные машины уже испытаны на доставке самых разных товаров. Это не просто удобство, а создание нового слоя городской инфраструктуры. Сеть автоматизированных маршрутов доставки позволит сократить загруженность дорог и сделать наши города комфортнее для жизни. Подобные прорывы активно обсуждаются на самом высоком уровне, например, на недавнем Петербургском международном экономическом форуме. Напоминаем, он проходил с 18 по 21 июня, а его тема – «Общие ценности. Основа роста в многополярном мире». В новой реальности технологический суверенитет и инновации, вроде беспилотных систем, становятся ключевыми опорами успеха страны и предметом важных дискуссий. В конечном счете, все эти инновации направлены на улучшение нашей жизни. Технологии меняют городскую среду, и речь не о тотальном контроле. Напротив, при грамотном внедрении они расширяют возможности горожан. Появляется множество новых сервисов для удобства и безопасности, от умного трафика до персонализированных услуг. Цель – создать комфортную среду, где меньше страха слежки и больше реальной пользы. Мир технологий развивается стремительно, и мы продолжим рассказывать о самом важном. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, чтобы не пропустить новые ролики о технологиях настоящего и будущего. Впереди еще много увлекательных сюжетов. До встречи в следующих выпусках.